Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами вязать вот такого милейшего зеленого дракона крючком. Это будет отличный подарок к наступающему Новому году, ведь, как известно, наступающий год по китайскому календарю как раз год зеленого дракона. А кроме того, это милейшая игрушка для детей, которая принесет им радость в абсолютно любое время. Можно оформить мордочку этого дракона вот так, он выглядит очень забавно и мило, но если вы считаете, что это вам слишком сложно, можно оформить ее и вот таким вот образом. Я покажу оба варианта, а вы выбирайте тот, который вам нравится больше. У меня длина дракона составляет примерно 37 сантиметров, а его высота около 18 сантиметров. У вас могут получиться другие размеры, если вы будете использовать другой толщины пряжу. Но пряжу здесь можно использовать любую, к ней и перейдем. Я вязала своего зеленого дракона из вот такой пряжи. Это стопроцентный акрил, и в 50 граммах у нее приблизительно 90 метров. У меня на вязание дракона ушло примерно 1,5 мотка или около того. Вы можете взять абсолютно любую пряжу, которая вам нравится, и абсолютно любого состава, который вам тоже нравится. Это не имеет никакого значения. Для отделки я взяла еще вот такую контрастную пряжу схожей толщины и схожей длины, но можно взять и немножко толще, тоже особого значения не имеет. И для оформления мордочки дракона нам понадобится либо черная, либо синяя, возможно голубая. И если вы хотите оформить мордочку, как в первом варианте, то понадобится еще белая, либо кремовая пряжа. Я вязала крючком номер 3, а вы тем, который вам подходит под вашу пряжу. Также нам понадобится гобеленовая игла для сшивания и ножницы. Кроме того, чтобы набить нашего дракона, нам понадобится некоторое количество наполнителя. Так, давайте начинать вязать. Начинаем мы вязать с ножек или лапок. Для этого делаю петлю и набираю 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Теперь делаю одну воздушную петлю подъема. Эту воздушную петлю подъема пропускаю и вяжу 4 столбика без накида. Обычные классические столбики без накида. Нашего динозавра мы будем вязать полностью столбиками без накида. В следующую петлю столбик без накида. В следующую опять столбик без накида. И четвертый столбик без накида. Вот первый ряд мы провязали. Воздушная петля подъема. И я вам покажу, как можно маскировать вот этот хвостик. Можно оставить его и потом маскировать при соединении деталей. А можно замаскировать сразу. Я вам покажу, как это сделать сразу. Вот так вот перетягиваем нить. Поворачиваем вязание на другую сторону и будем одновременно вязать 4 столбика без накида и одновременно внутри наших столбиков без накида маскировать этот хвостик нити. И здесь провязываем 4 столбика без накида до конца ряда. Это у нас второй ряд. И здесь внутри мы параллельно маскируем хвостик нити. Вот осталась последняя петля. Провязываем ее. Провязали 2 ряда. Воздушная петля подъема. Поворачиваем на другую сторону. Этот хвостик потом мы либо отрежем, либо он будет замаскирован внутри нашего динозавра. Опять провязываем 4 столбика без накида. Следующая петля. И последняя. Воздушная петля подъема. Поворачиваем вязание. И точно так же вяжем еще один ряд. Вот наша первая петля, куда мы провязываем.
Вот мы провязали 4 ряда, ножка готова. Теперь мы нить обрезаем и закрепляем. Такие детали нам нужно связать всего 4 штуки. Мы связали одну деталь, точно так же вяжем еще 3. Вот 4 у меня уже готово. Теперь приступаем к вязанию следующей детали. Назовем ее хвост. Делаем петлю и набираем 13 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13. Итак, мы набрали цепочку воздушных петель, которых 13 штук. Теперь делаем воздушную петлю подъема и сразу вот первую петлю, которую мы провязываем, мы сразу вяжем прибавку. Это в одну петлю мы провязываем 2 столбика без накида. 1 столбик без накида и сюда же еще 1 столбик без накида. Дальше вяжем 11 столбиков без накида, по одному в каждую петлю, пока не останется одна петля. Одна петля, 1 столбик без накида. Всего их должно быть 11. Вот у меня осталась последняя петля. И туда я опять вяжу прибавку. В одну петлю я вяжу 2 столбика без накида. Здесь хвостик подтягиваем. И вот у нас получился первый ряд. Дальше вяжем воздушную петлю подъема. И можно тоже прятать хвостик внутри вязания. Можно его не прятать, это как вам больше нравится. Потом все можно будет спрятать при соединении деталей динозавра. Поэтому делайте как вам удобнее. Поворачиваю вязание. Воздушные петли подъема пропускаю, и в первую петлю я тоже вяжу прибавку. Вот как раз оттуда, где торчит хвостик нити, туда я вяжу прибавку. В одну петлю вяжу 2 столбика без накида. 1 столбик без накида и сюда же еще 1 столбик без накида. Дальше я вяжу 13 столбиков без накида, по одному в каждую петлю, пока не останется одна петля, должна остаться одна в конце. Теперь просто провязываю ряд столбиков без накида, и их должно быть 13 штук. И параллельно внутри маскирую хвостик нить. Маскируется внутри, прячется внутри столбиков без накида. И совсем не видно этого хвостика. Итак, довязываю до конца свои 13 столбиков без накида. Провязала их. И в самом конце у меня осталась одна петля. Вот она. И туда я вяжу прибавку. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. И еще один. Воздушная петля подъема. Поворачиваю вязание. В начале первую петлю пропустила воздушной петли подъема, вяжу прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. И затем я вяжу 7 столбиков без накида. Первый,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Все. Сейчас здесь нить обрезаем и закрепляем. Но мы еще не закончили работу с этой деталью. Вот по этой же стороне, где мы закончили вязать, здесь отсчитываем 1, 2, 3 петли, и в третью петлю мы присоединяем нить и продолжим вязание. Кладем нить, кладем нашу деталь, отсчитали 1, 2, 3 петли, и в третью петлю присоединяем нить. Я это делаю вот так и закрепляю ее таким вот образом. И теперь сюда же, это не прибавка, это просто провязывание столбика без накида, потому что когда мы подтянем нить, нашей первой петли будет не видно. И вяжем второй столбик без накида и сюда третий столбик без накида. Воздушная петля подъема. Поворачиваю вязание. Вяжу прибавку. А затем из 2 петель делаю убавку. Я ее делаю следующим образом. Не довязываю столбик без накида до конца, в следующую петлю. И теперь через все 3 петли протягиваю нить. Это так я вяжу убавку. Воздушная петля подъема. Поворачиваем вязание. Воздушную петлю подъема пропускаем и в 3 столбика без накида нижнего ряда вяжем 3 столбика без накида. Воздушная петля подъема. Поворачиваю вязание. В первую вот в эту петлю вяжу столбик без накида. Затем делаю убавку из 2 петель. Делаю ее следующим образом. И протягиваю нить. Воздушная петля подъема. Поворачиваю и снова делаю убавку из оставшихся 2 петель. Протянула. И теперь обрезаю нить и закрепляю последнюю петлю. Деталь хвост у нас готова. Пока мы делаем отдельные детали, вот так она выглядит, и это ее лицевая сторона в той детали, которую мы вяжем. И сейчас мы вяжем еще одну деталь, это часть головы. Делаем петлю и набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Делаю еще воздушную петлю подъема после этого. И теперь, пропустив эту воздушную петлю подъема, я вяжу прибавку. Первую петлю делаю прибавку. Затем вяжу 4 столбика без накида, по одному столбику в каждую петлю. И в последнюю петлю опять вяжу прибавку.
И в эту же петлю еще один столбик без накида. Провязали первый ряд. Воздушная петля подъема. Этот хвостик тоже можно маскировать тем же способом, который мы делали, можно оставить как есть и замаскировать потом. Делайте, как вы считаете нужным. Я, допустим, хвостик здесь оставлю. Поворачиваю вязание, пропускаю воздушные петли подъема и в первую петлю вяжу прибавку. Затем 6 столбиков без накида, по одному столбику в каждую петлю. Довязываю до вот 6 столбик без накида. И в последнюю петлю, вот она здесь, снова вяжу прибавку. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание. И здесь я весь ряд вяжу в каждую петлю по столбику без накида. Итого их должно быть 10. Вяжу в одну петлю нижнего ряда по столбику без накида. Итого 10 столбиков без накида. Дохожу до конца ряда. Не забываю провязать последнюю петлю. Вот так выглядит пока что наша деталька. Воздушная петля подъема. Поворачиваю вязание. Делаю в первую петлю прибавку. Затем вяжу 8 столбиков без накида. И в последний столбик опять вяжу прибавку. Воздушная петля подъема. Поворачиваю вязание. И дальше в каждую петлю тоже вяжу по одному столбику без накида. Итого 12 штук. Заканчиваю вязать этот ряд. 12 столбиков без накида. Воздушная петля подъема. Поворачиваю вязание. Начинаю вязать тоже столбики без накида, их 11 штук. И в самую последнюю петлю вяжу прибавку. Прибавку провязала, воздушная петля подъема, поворачиваю вязание. И теперь вяжу просто ряд столбиков без накида. Их у меня 13 штук. И всего нам сейчас еще нужно будет провязать 3 ряда столбиков без накида. По 13 петель в каждом ряду. Вот я заканчиваю вязать первый из них. Воздушная петля подъема, поворачиваю и вяжу еще один ряд. Заканчиваю его вязать. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание и вяжу еще один последний ряд. 13 столбиков без накида. Вот такая у нас деталька получилась. Это часть мордочки, часть головы динозавра. Обрезаем нить и закрепляем ее. Итого у нас получилось, с учетом этой детальки, 6 пока что самостоятельных деталек. Вот пока это 5, это наши 4 ноги
и хвост. Вот так вот должна лежать деталь в виде хвоста. Вот здесь у нас было начало вязания. Вот кладем ее именно вот таким образом. То же самое лапки. Вот мы закончили вязание, и вот этот хвостик сверху должен у нас смотреть в правую сторону. Ложите детальки ножек именно таким образом. И у нас отдельная есть деталь мордочка, она нам понадобится попозже. Теперь мы начнем вязать туловище нашего динозавра. И начало ряда это нужно считать от хвоста 8 петель. Вот наша 8-я петля. Именно здесь мы будем присоединять нить. И теперь будем вязать ряд, который объединит хвост и 4 лапы динозавра. Еще раз давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот в 8-ю петлю мы присоединяем нашу нить. Я вот решила пересчитать, чтобы точно убедиться. Вот сюда я присоединяю нить. Я ее закрепляю вот так, можно сделать по-другому. И теперь я сразу делаю убавку из этой петли и соседней. Протягиваю. Дальше до конца этой детальки я вяжу столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дошли до конца хвоста. И теперь будем присоединять деталь нога или лапа. Присоединяем ее так, чтобы вот верхняя нить смотрела в правую сторону. И сразу в первую петлю начинаем вязать столбик без накида. Провяжем 3 столбика без накида. Первый столбик, второй, третий. И в следующую петлю вяжем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Первый и сюда же второй. Присоединили одну лапу, берем вторую. Точно так же нитка смотрит в правую сторону верхняя. Сразу в первую петлю мы вяжем прибавку. 1 столбик без накида и еще 1. Затем вяжем 3 столбика без накида по одному в каждую петлю. Второй, третий. Теперь мы набираем 6 воздушных петель. Это будет брюшко. 3, 4, 5, 6. Теперь присоединяем следующую ногу или лапу. Тоже нитка с правой стороны. Первую петлю и в первые 3 петли вяжем по одному столбику без накида. Здесь 1 столбик без накида. Здесь 1 столбик без накида. Здесь тоже. И в последнюю петлю делаем прибавку. Теперь присоединяем последнюю 4-ю лапу. Тоже ниточка сверху с правой стороны. Делаем прибавку сразу в первую петлю. 2 столбика без накида в одну петлю. Потом вяжем 1 столбик без накида. Затем прибавку и прибавку. Первая прибавка и вторая прибавка.
И вот у нас вот так выглядит вязание. Мы соединили 4 детали в одну, хвост и 4 лапы. Теперь мы будем вязать туловище. Итак, воздушная петля подъема. Поворачиваем на другую сторону. В первую петлю пропустим воздушную петлю подъема, вяжем прибавку. Еще одну прибавку, следующую петлю. И дальше в каждую петлю, включая воздушные петли, до самого конца мы вяжем по одному столбику без накида, пока не останется 2 петли в самом конце. Получается, мы вяжем здесь 10 столбиков без накида, пока мы не дойдем до воздушных петель. Здесь провязываем 6 столбиков без накида в воздушные петли. Когда закончим провязывать здесь, провяжем еще 15 столбиков без накида до тех пор, пока не останется в конце 2 петли. Итого мы должны всего провязать 31 петлю. Точнее 31 столбик без накида. Вот мы доходим до конца ряда. И вот у нас осталось 2 петли, и здесь делаем убавку. Воздушная петля подъема. Поворачиваем вязание на другую сторону. Начинаем тоже с убавки. Вот так я ее делаю. Затем вяжем 32 столбика без накида, пока не останется 2 петли, не провязанными здесь в самом начале или в самом конце этого ряда. Вот я практически довязала этот ряд до конца. Осталось 2 петли, и в каждую из них делаем по прибавке. Первая прибавка, вторая прибавка, воздушная петля подъема, поворачиваем вязание, пропускаем воздушную петлю подъема и в первую петлю вяжем снова прибавку. Дальше в каждую петлю вяжем по столбику без накида, всего 34 столбика без накида, пока в конце ряда не останется 2 петли. Вот осталось у меня последний столбик без накида и 2 петли. Делаем убавку. 2 петли, я делаю убавку. Поворачиваю вязание. Начинаю вязать каждую петлю по столбику без накида, всего 36 столбиков без накида, пока в конце не останется 1 петля. Вот я дохожу до конца ряда. Последняя петля, делаю прибавку. Воздушная петля подъема, поворачиваю и здесь вяжу тоже столбики без накида по одному в каждую петлю и вяжу их 36 столбиков без накида до тех пор, пока в конце ряда не останется 2 петли. Вот 2 петли осталось, и здесь делаю убавку. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание. Здесь начинаю ряд с убавки из 2 петель.
убавка. Затем вяжу 34 столбика без накида, пока в конце ряда не останется одна петля. И в эту последнюю петлю вяжу прибавку. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание и в первую петлю, пропустив воздушную петлю подъема, вяжу прибавку. И до самого конца ряда во все петли вяжу по столбику без накида. Всего 36 столбиков без накида. И это должно получиться до самого конца ряда. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание и начинаю ряд с убавки. Вяжу убавку из 2 петель. Столбики без накида в каждую петлю до самого конца ряда. И вяжу я 36 столбиков без накида. Вот я дохожу до конца ряда и в каждую петлю провязываю по одному столбику без накида. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание, пропустив петлю подъема, в первую петлю ряда я вяжу прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Затем до самого конца ряда в каждую петлю я вяжу по одному столбику без накида, всего 36 штук. Вот я заканчиваю ряд и в каждую петлю вяжу по одному столбику без накида. Вот самая последняя петля, ее тоже провязываю. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание и здесь, пропустив первую петлю подъема, в каждую петлю я вяжу по одному столбику без накида от начала и до конца ряда. Всего 38 столбиков без накида. Довязываю до конца ряда. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание и пропустив воздушную петлю подъема, я здесь начинаю вязать со столбиков без накида по одному столбику в каждую петлю, 36 штук. И вяжу так до тех пор, пока не останется в конце 2 петли. И здесь я делаю убавку. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание и здесь начинаю с первой петли вязать столбики без накида. Вяжу их 36 штук, пока в конце ряда не останется одна петля. Еще один столбик без накида. И в эту последнюю петлю я вяжу прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь мы переходим к вязанию шеи. Вот так у нас выглядит на данный момент вязание. Мы соединили ножки, хвостик и частично связали туловище. И теперь будем здесь вязать шею, и в конце мы присоединим вот эту деталь, когда мы будем формировать голову. Итак, воздушная петля подъема, поворачиваю вязание и вяжу, начиная с первой петли, 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11.
Воздушная петля подъема и теперь поворачиваем вязание. Делаем убавку из 2 петель. Это первая убавка. И дальше делаем еще одну убавку, тоже из 2 петель. Убавка. И дальше до конца ряда вяжем столбики без накида. Их 7 штук. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Воздушная петля подъема. Поворачиваем вязание, пропуская эту петлю подъема, вяжем 7 столбиков без накида. По одному столбику в каждую петлю. Четвертый, шестой и седьмой. И в оставшиеся 2 петли, из оставшихся 2 петель мы делаем убавку из этих 2 петель. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание и в каждую петлю вяжем по столбику без накида. Всего 8 столбиков без накида. Итак, довязываем последний 8 столбик без накида. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание, пропускаем воздушную петлю подъема и вяжем 6 столбиков без накида. Четвертый, пятый, шестой. И дальше вяжем убавку. Осталось 2 столбика, точнее 2 петли, и вяжем убавку. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание. И здесь ряд начинаем с убавки из 2 петель. Вот первая петля, вторая петля и делаем убавку. После этого до конца ряда вяжем столбики без накида. Их 5 штук. Воздушная петля подъема. Поворачиваем вязание и здесь полностью весь ряд вяжем столбиками без накида. По одному столбику без накида в каждую петлю. Итого вяжем 6 столбиков без накида. Воздушная петля подъема. Поворачиваем вязание. И здесь ряд тоже будем начинать с убавки из 2 петель. Делаем убавку и дальше вяжем 4 столбика без накида. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание. И теперь здесь мы будем вязать ряд из столбиков без накида. Причем мы будем вязать сейчас серию рядов из столбиков без накида по одному столбику без накида в каждую петлю. Это мы вяжем первый ряд из них, 5 столбиков без накида в этом ряду. Всего таких рядов мы будем вязать 6. Воздушная петля подъема, поворачиваем второй ряд из столбиков без накида, из 5 столбиков без накида. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание, третий ряд из 5 столбиков без накида.
Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание, 4-й ряд. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание. Это 5-й ряд из 5 столбиков без накида. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание и вяжем последний 6-й ряд из 5 столбиков без накида. Воздушная петля подъема. Вот мы провязали серию из 6 рядов. Поворачиваем вязание. И в этом ряду мы вяжем убавку из 2 петель. Так же, как мы делаем ее обычно. И дальше в 3 петли вяжем по столбику без накида в каждую петлю. Воздушная петля подъема. Поворачиваем вязание. В первую петлю мы вяжем прибавку. Вот сюда, в самую первую петлю вяжем прибавку из 2 петель, из 2 столбиков без накида. И затем в 3 петли вяжем по столбику без накида в каждую петлю. На этом мы закончили вязание шеи. Следующий этап будем формировать голову динозавра. И при этом обязательно, когда мы кладем, вот смотрите, чтобы ниточка внизу была с правой стороны и сверху, и снизу. Вот так вот обязательно нужно прикладывать для того, чтобы узор максимально полностью совпал. Итак, прикладываем к шее нашу деталь, которую мы вязали в начале, голова. Напоминаю еще, что рабочая нить сверху должна быть с правой стороны. И мы сразу начинаем вязать убавку. Убавку связали. И дальше до конца ряда вяжем в каждую петлю по одному столбику без накида. Всего их должно получиться 11 столбиков без накида. Провязываем в каждую петлю по столбику без накида. И здесь вяжем в конце по столбику без накида. Воздушная петля подъема. Поворачиваем вязание и делаем убавку. Убавку провязали. И затем вяжем до конца ряда по одному столбику без накида в каждую петлю. И всего мы должны провязать 15 столбиков без накида. С детали, которую мы делали часть головы, переходим на вязание шеи. Это все у нас теперь один ряд. Довязываем этот ряд до конца, провязывая в каждую петлю по одному столбику без накида. Закончили ряд, воздушная петля подъема, поворачиваемся на другую сторону, начинаем ряд с убавки. Давайте я вам сначала покажу, чтобы было не совсем хорошо видно. Итак, начинаем ряд с убавки из 2 петель. Затем вяжем 12 столбиков без накида. И вяжем до тех пор, пока не останется в конце 2 петли. И здесь делаем опять еще одну убавку. Воздушная петля подъема. Разворачиваем.
И опять, пропустив воздушную петлю подъема, делаем убавку из 2 петель. Дальше вяжем 10 столбиков без накида, пока в конце ряда не останется 2 петли. И из 2 петель оставшихся опять вяжем убавку. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание. В начале ряда опять вяжем убавку из 2 петель. И дальше до самого конца ряда вяжем столбики без накида. Их должно получиться 10 штук. Вот я довязываю до самого конца ряда столбики без накида, по одному в каждую петлю. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание. Пропустив воздушную петлю подъема, я делаю убавку из 2 петель. Убавка. Потом вяжу 7 столбиков без накида. Пока в конце ряда не останется 2 петли. И из этих 2 петель тоже делаю убавку. Воздушная петля подъема и вяжем последний ряд головы. Делаю убавку. Затем еще одну убавку из 2 петель. Потом вяжу 1 столбик без накида. Затем опять убавка из 2 петель. И, наконец, еще одна убавка из 2 петель. Мы голову провязали. Теперь нам нужно будет обрезать нить и закрепить. Вот так вот выглядит голова. Обрезаю нить и закрепляю, как обычно. Итак, мы часть связали. Из основной детали нам осталось связать только еще спину. Вот эту часть. Этим мы займемся в следующей части нашего видеоурока. Спасибо, что были со мной. До встречи в новых видео.